Сегодня мы сделаем безумный проект, на который ушел не один месяц работы. Уйма технических сложностей, ведра эпоксидки, успехи и разочарования. Все это в одном коротком ролике. И в итоге мы получим прозрачный капот для машины. Приятного просмотра. Эта история началась с того, что у меня родилась идея сделать прозрачный капот для машины. И тут на свою беду ко мне в гости заехал Андрей. Тогда он еще не догадывался, что залипнет с этим проектом не на один месяц. Вообще я очень ценю таких людей, которые слушают мои безумные идеи и тут же говорят: круто, давай сделаем. В итоге выяснилось, что у Андрея есть матрица для создания капотов из стекловолокна для Honda Civic 5-го поколения, и, к слову, Honda Civic у него тоже есть. Эту форму, кстати, он и обрабатывает воском. Такие капоты чаще всего делаются двухсоставными, а потом соединяются на специальный герметик. В итоге эти матрицы немного облегчили работу, но они понадобились только для того, чтобы сделать новую матрицу. Но обо всем по порядку. После того, как матрица уже обработана воском, разводим гель-коут. Это такой специальный состав, на который в последующем кладется стекломат. Нужен он для того, чтобы лицевая сторона в итоге была ровной, без всяких изъянов, кратеров, которые точно остались бы, если сразу накидывать стекломат. В итоге этот белый слой и будет лицевым. Основная сложность проекта, как мы думали изначально, это отлить его из эпоксидки, да так, чтобы он держал форму, но исключить по максимуму ребра жесткости. Поэтому основная толщина будет 1 см по всему периметру, а в ребрах жесткости до 3,5. Соответственно, нам и надо получить такую заготовку. Для того, чтобы значительно увеличить слой, используется специальный материал. Называется он поликармат. Стекломатом наращивать слой в 1 см это было бы хлопотное дельце, поэтому вы видите поликармат на своем экране. А уже поверх его ложится стекломат полиэфирной смолой, и после высыхания становятся очень прочными. Когда смола замешана и весь материал уже нарезан, начинаем собирать бутерброд. Смола, стекломат, поликармат, снова стекломат. Вот такой вот бутерброд. Со второй матрицы мы решили взять только крайние ребра жесткости, для того, чтобы по центру капот был максимально презентабельный и прозрачный, и ничего не искажало картину. Тут проделывается такая же процедура, но уже без поликармата, поскольку нам надо получить пустотелый профиль. Его мы позже и соединим с основной частью, а это, к слову, специальный валик с металлическими иглами. При помощи его отлично выгоняются пузыри с воздухом, и в целом разравниваются слои. Полиэфирная смола сохнет быстрее эпоксидной, и уже на следующий день можно работать с заготовкой, чем и занят Андрей. При помощи двухкомпонентной автомобильной шпаклевки равняем поверхность, так как и лицевая, и нижняя часть капота должны быть идеально ровными, поскольку капот будет прозрачным. Ребра жесткости будут выглядеть вот так, но не совсем так, они будут поаккуратнее, но для этого с ними надо еще поработать. Внутренняя часть капота шлифуется, для того, чтобы каркас жесткости лег уже на ровную поверхность. Черная штука – это проявочный порошок. Наносится для того, чтобы подчеркнуть все нюансы, кратера и глубокие царапины. Перед тем, как загрунтовать поверхность, хорошенько ее обезжириваем. И уже после наносим жирный слой грунтовки, которая работает как жидкая шпаклевка. В итоге мы имеем равномерно нанесенный слой. Именно он и позволит довести поверхность до идеала. Конечно, не только он, но еще и руки Андрея. Теперь можно приклеивать силовую конструкцию. Хотя по сути у нас весь капот это силовая конструкция, поскольку он толщиной минимум в 1 см по всему периметру. Достаем наш силовой капот из формы, и тут же становится видно, для чего наносился белый гель-коут. Поверхность ровная, гладкая и идеальная, а все лишнее безжалостно обрезается болгаркой. Две части соединяются между собой специальным герметиком. Для того, чтобы не промазать, делаем это при помощи матриц. Стягиваем болтами по всему периметру и оставляем сохнуть.
Понятное дело, что в таком виде он нам не подходит, поэтому дорабатываем места соединения. Лично я очень многие тонкости в работе со стекломатом подчеркиваю на канале Машинаторы. От чистого сердца огромное им спасибо за контент, они делают действительно просто космические проекты и охотно этим делятся. Если вам интересна автотематика, то вы явно будете в восторге. Ну а пока я смотрю Машинаторов, Андрей уже заканчивает работу и все стыки промазывает шпатлевкой. Затем полдня шлифовки, и мы имеем идеальную форму, которая, по нашему представлению, пригодна для того, чтобы отлить точно такую же, но уже из прозрачной смолы. Но, конечно же, поверхность должна быть идеальной, поэтому еще один слой грунтовки. Итак, форма есть, лицевая часть матрицы тоже есть. Осталось сделать вторую часть матрицы, для того, чтобы в итоге получить саркофаг, в который и можно будет залить смолу. Все хорошенько смазываем воском и растираем его. Он служит разделительным составом, а дальше уже по отработанной схеме. Гель-коат, стекломат, полиэфирная смола, ну вы уже в курсе. На этом этапе, кстати, была допущена одна глобальная ошибка, которая поставила под угрозу весь проект, но об этом немного позже. Когда смола высохла, убираем все лишнее. И можно распаковывать саркофаг. Теперь все наглядно видно. У нас есть две части матрицы, из которых мы удаляем капот, который был сделан лишь для того, чтобы сделать правильную матрицу, а после его можно просто выкинуть. Ну и конечно, когда все уже готово, появляюсь я с несколькими ведрами эпоксидки. Перед тем, как притянуть две части матрицы друг к другу, хорошенько все смазываем воском. Для того, чтобы капот был полностью функциональным, нам надо заложить крепление под петли и фиксатор замка капота. И тут у Андрея родилась идея сделать закладную в виде эмблемы Хонды. Вышло действительно круто, очень ценю такой подход. Поскольку смола очень текучая, хватит отверстия даже в полмиллиметра для того, чтобы весь состав оказался на полу. А форма, к слову, совсем непростая. Для того, чтобы герметик не попал в заливку, мы делаем бортик из двухстороннего скотча, а уже потом хорошенько все промазываем герметиком. И наконец подходим к предпоследнему этапу. Собираем форму и стягиваем болтами по всему периметру. Для такой массивной заливки отлично подойдет состав под названием Монолит 10. По нашим подсчетам, на весь капот должно было уйти около 20 кг. Ровно столько я и замешал, но забегая вперед, скажу, что я еще никогда так не ошибался. В последний момент мы решили, что просто прозрачный капот будет смотреться как-то дешевато, и совсем немного решили притонировать состав. В толще 1 см это будет смотреться практически незаметно, но в целом поменяет картину. Смолу было решено заливать при помощи самодельной вакуумной установки. Как вы видите, сверху в форму вмонтировано две трубки. В одну из них будет поступать смола, а из второй выходить воздух. В принципе, так все и сработало. Один конец я опустил в ведро, а через второй шланг начали откачивать воздух. И смола потихоньку побежала вверх в форму. Я прекрасно понимал, что объем смолы будет большим. И, конечно, такой процесс надо контролировать. И в целом лучше понимать и видеть, что там происходит. Особенно, если тестируешь новый состав. Для этого я и приобрел вот такой тепловизор SICK Thermal Compact. Это мобильный тепловизор для смартфонов или планшетов, с помощью которого можно получить информацию о тепловом излучении окружающих объектов и использовать ее для решения различных бытовых проблем. Например, для поиска источника теплопотери в зданиях, неполадок в работе приборов и так далее. Тепловизор доступен как для iOS, так и для Android. Кстати, он разработан и производится в США, а не в Китае. Как вы видите, с матрицей все в порядке, ничего не кипит. Но после того, как я подключил его к телефону, я просто не мог наиграться. В итоге, после такой покупки, чаще всего следующая покупка — это пенопласт, так как я просто офигел, сколько же тепла уходит через мои ворота в мастерской. Области применения тепловизоров достаточно широки, и чаще всего их используют для обнаружения утечек тепла и холода. Также легко выявляются проблемы с электропроводкой, поиск мест локального нагрева или перегрева техники, и охотники их тоже используют, в том числе в условиях плохой видимости. Поэтому всем, кому
кому нужна такая штука, а я убедился, что полезна она будет действительно для многих. Купить можно на маркетплейсе гаджетов со всего мира Geox. Скидка 1000 рублей по промокоду SIG10. Ссылка будет в описании, а мы продолжаем. В итоге все это было очень медленно. Компрессор, который откачивал воздух, постоянно гудел, и я решил продолжить вручную. На процесс заливки в итоге ушло больше 5 часов. На будущее просто шланги и отверстия надо сделать с большим сечением. Проходит час за часом, литр за литром. На дворе уже 2 часа ночи. И тут я понимаю, что залил уже больше 20 литров. А капот даже не наполнился наполовину. А самое страшное, что у меня закончился этот состав. А другой состав нельзя лить, пока этот не начнет схватываться. И вот та самая ошибка. Вторую часть матрицы, которая и придает форму для нижней части капота, ее раздуло и образовался вот такой нарост. Теперь уже понятно, что надо было сделать силовой каркас снаружи. Но матрица сама по себе довольно жесткая и крепкая, и мы были уверены, что она не будет деформироваться. Как вы поняли, вся смола в итоге оказалась здесь. Но я решил доливать смолу до победы. Через 2 дня, когда смола начала схватываться, я долил еще 25 килограмм. В итоге на капот ушло почти 50 литров. Я понимал, что этот капот уже не годится как капот, но надо было обязательно долить его, для того, чтобы понять все нюансы, которые постоянно появляются, так как это тестовый образец, получив который мы точно будем знать, что же изменить и доработать. Если честно, я еще никогда не распаковывал что-либо с таким интересом. Детские подарки под елкой просто нервно курят в стороне. Я думаю, что по нашим лицам это заметно. Вообще, Андрей проделал просто огромную работу, и я очень благодарен ему. А учитывая подход и внимание к деталям, так тут вообще снимаю шляпу. Даже не знаю, впишется ли он в следующий проект. Но у меня появилась идея привлечь его для помощи именно в таких проектах. И уже в новом году запустить авторубрику. И скажу вам, что этот проект это просто разминка. По сравнению с тем, что я хотел бы делать. Конечно же, это все очень затратно и по деньгам, и по времени. Поэтому все это станет возможным только при помощи вашей поддержки. Если вам по душе такая идея, помогите с распространением этого ролика. Это очень важно. Пару длинных комментариев, лайк и обязательно поделиться этим роликом где угодно. Ну и конечно же, заходите в инстаграм Андрея, передать привет и сказать спасибо за помощь в проекте. Он вписался в него исключительно на энтузиазме и ради идеи. К слову, мы еще никогда так быстро не разъединяли форму. И наконец чудо. В целом все вышло отлично, за исключением этого нароста. Но он образовался на нижней стороне капота. Да и в следующей уже доработанной версии мы избавимся от этого нюанса. А мне осталось только отполировать капот. Скажу честно, что особо не заморачивался, потому что это бракованная версия, которая по сути пойдет в утиль. И уже на следующий день готовимся накинуть капот. Большая просьба написать ваше мнение по поводу новой рубрики. Это очень важно, и ее появление зависит только от вас. Но скажу сразу, что на основной контент это никак не повлияет. Он все так же будет регулярно выходить. А Андрей в свою очередь готов помогать с автоконтентом, если, конечно, вам интересна вся эта тема. Спасибо за просмотр и добра от топора.